Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о проекте Mina, блокчейн которого удивит каждого пользователя. Технология блокчейн – это децентрализованная система, в которой узлы проверяют, передают и сохраняют. В блокчейнах, таких как биткоин или эфириум, новый участник должен проверять каждую транзакцию с начала сети. Если вы захотите присоединиться к блокчейн-сети сегодня, вам необходимо будет скачать весь блокчейн с 2009 года, это целых 322 гигабайта на сегодня. Времени на скачивание вам понадобится, просто очень много. Не день и, возможно, не неделя. Из-за этого недоступна больше одноранговая сеть, страдает децентрализация, и сеть становится более уязвимой, и над этим, увы, никто не работает, сеть становится более централизованной. Эта кривая увеличивается, так как увеличивается число транзакций и размер блокчейна растет по мере использования сети биткоина. Блокчейн сети Ethereum на сегодня составляет 198 гигабайт. Разработчики сети над этим работают, переходят на шардинг, сегментирование. Блокчейн Mina значительно сокращает объем загружаемых данных каждому пользователю. Вместо проверки всей цепочки с самого начала, Mina использует рекурсивное доказательство с нулевым разглашением, проверяя все эти транзакции. Таким образом, весь блокчейн Mina примерно будет составлять 22 килобайта, сопоставимо с размером нескольких сообщений. Доступность при наличии смартфона для синхронизации сети в секунду. Вместо того, чтобы с самого начала проверять полностью всю цепочку, участники проверяют сеть и транзакцию, используя рекурсивное доказательство с нулевым разглашением. Затем узлы могут хранить только это доказательство, а не всю цепочку, как в сети биткоин, эфириум, Dash, Litecoin и другие старые криптовалюты. Блокчейн Mina весит всего 22 килобайта. Они фиксируют состояние всей цепочки блоков в виде легковесного снимка и рассылают его. Следующий блок делает снимок самого же себя со снимком предыдущего состояния цепи блоков в качестве фона. Новый снимок будет использован в качестве фона следующего блока и так далее, и так далее, и так далее. Можем сравнить для наглядности на графиках вес блокчейна других сетей и вес Mina. Блокчейн Mina использует рекурсивную композицию доказательства с нулевым разглашением, что позволяет оставаться блокчейну всего 22 килобайта. Когда создается новый блок, создается новый сертификат, новый снарк, состоящий из предыдущих сертификатов. Вы можете создать один мегаснарк, который доказывает всю историю транзакций сети блокчейна, позволяя вам переходить от блока генезиса к текущему состоянию, оставаясь при этом размера единого сертификата. Синхронизация занимает миллисекунды. Легкий доступ к блокчейну Mina для конечных пользователей в браузер и приложениях без загрузки сотен гигабайт и делегирования доверия. Гипероблегченный кошелек, который не нуждается в чьей-то проверке. Вы сами его и проверяете по факту использования. Любым устройством, не требующего специального оборудования, включая простой смартфон. Скорость сети при 22 килобайтах равняется 1300 узлов. Если понять сравнение, то те, кто пользовался сетью Stellar, EOS, Ripple, понимают, какая примерно скорость. Скорость сети блокчейна Mina составляет 1300 узлов. Скорость транзакций достигала 1100. Проект с 2018 года привлек порядка 30 миллионов. Последний раунд привлек почти 11 миллионов инвестиций. Даже 15 миллионов привлекли от топовой биржи Coinbase. Это говорит уже о многом. Очевидно, что проект будет в топ на CoinMarketCap и залистится на Coinbase.